Карлос, ты там не мокнешь? Вот так вот. Все, сидеть. Добренькое утро. Переночевали хорошо, не замерзли, было достаточно тепло. Почти всю ночь шел дождь. Ночью моросил, под утро вот начал прямо тарабанить. Хорошо, что у нас две крыши. Одна из палатки, а другая из избушки. И мы вроде как в сухости. Вот. Так что комментарии некоторых злопыхателей по поводу домика Ниф-Нифа, Наф-Нафа из сказки. Это не про нас. Наш домик волк не сдует и волной не снесет. Как многие говорили, что при разливе вот, затопит. Все у нас в порядке. Ожидаем, когда дождь пройдет, потому что так работать не получится. Хотя были у нас мысли работать под дождем изнутри, но проблема в том, что на ту стену капает вода все равно. Там же мы не сделали еще дополнительный этот, как его, навесик. Вот. И пришлось вставать под дождем быстренько накрыть опять баннером эту стену, которую мы вчера выкладывали. Вот. И сейчас во время дождя продолжать ее не получится. Поэтому мы особо не понимаем, чем сейчас заняться. Я предложил Юре поотвечать на комментарии его зрителей, потому как я на свои уже практически на все поотвечал. У меня для этого есть рыбалка. Я по пути на рыбалку стараюсь ответить на ваши комментарии. А Юрий предложил сейчас, во время дождя, слышите, как молотит. Дождь снова усилился, я вышел из палатки проверить, есть ли протечки по крыше. Я знаю, что вот здесь линолеум был поврежден. И вот как раз вижу, капает с камыша. У меня здесь неудачно висела куртка, она промокла. И сапоги стояли как раз под тем местом, где поврежденный линолеум. Так что теперь мне будет не очень тепленько в мокрой куртке и сапогах. Но в остальном крыша везде держит, нигде не капает. Там, где установлены окна, и была проблема, что капало прямо на кладку. Сейчас все нормально. Устранили эту неполадку, так сказать. Везде все в порядке. Нужно будет взять какую-то клей или, может быть, смолу. И я думаю, вот это место, где линолеум разорван, заклеить типа рубероида, на смолу посадить, думаю, должно держать. И тогда будет все в порядке. На палатку не капает, уже хорошо. Что, полезу обратно, там теплее. Сейчас Карлоса укрою. Сейчас, да, залажу. Все, давай. Дождик то припустит, то поменьше. Надоело уже сидеть в палатке, но до сих пор идет. Ты будешь рис с мясом? Не, я буду сало. Решили позавтракать в палатке. Под дождем не хочется стоять. Всем приятного аппетита. Скажи честно, ты давно, наверное, так не отдыхал? С утра проснулся, и уже 11 часов, а мы все балдеем, ни хрена не делаем. Ну а что? Так и есть. Так и есть. Так, все, чисть яичко. Завтракаем. Может, покуда позавтракаем и дождик закончится. Хотя я выходил, не было дождя, он опять тут начался. Я уже думаю, там посветлело вдали, думаю,
Скорей бы уже. Надежда на просветление. А ну на тебе опять дождь. Так, ну ладно. Приятного аппетита, кто кушает. Будем трапезничать. Держи, Леш. Ты знаешь, что я подумал? Вот нужно завести в практику такое, как отвечание под видео на комментарии. Потому что очень многие пишут не совсем лестные комментарии такие. Ну не то, что мы не требуем хороших лестных комментариев, но пошлые там, всякие с подковырочками. И мне интересно будет их реакция, когда мы озвучим, кто это написал, какой канал это написал и что он написал. Я думаю, как он будет сам себя чувствовать. Потому что такие персонажи, вообще-то, они думают, что все в жизни безнаказанно, что могут они творить все, что им душе угодно. Это, кстати, есть многие блогеры, я встречал такие, даже на российских блогеров, которые действительно в прямом эфире отвечают на комментарии и ведут такой блог. То есть отвечая на комментарии. И некоторые, которые пишут комментарии, они начинают какие-то создавать дополнительные каналы, чтобы лишь бы написать какой-нибудь плохой комментарий. Поэтому надо это как-то вести тоже в свой обиход. И начинать пробовать пользоваться таким методом. Как ты думаешь по этому поводу? Так я давно уже этим начал Да? заниматься. Я по дороге на рыбалку, на реке. Я теперь не гребу веслами. Руки свободные, я могу себя снимать и отвечать. А сам знаешь, дорога туда не близкая, не совсем. Есть время поговорить. Карлос, все в порядке? Наелся, укрылся, отдыхай. Ну, одно время поговорить, а другое время действительно, одно дело поговорить, а второе дело, то есть действительно взять у телефона, сидеть и в открытую, как говорится, практически в прямом эфире человеку написать, прочитать его сообщение, назвать его имя или канал, как он себя называет, и ответить ему. По-моему, это нам никто не запрещает делать. Это мой канал, и я считаю делать то, что я с ним считаю делать, буду говорить так. Все верно. Просто я стараюсь такого рода комментарии или игнорировать, или просто если отвечать то Таким Ю- же манером. да, то YouTube может не пропустить. Не, ну а зачем YouTube отвечать таким же манером? Можно просто зачитать в прямом эфире этого комментатора, будем говорить так. И пусть люди остальные об этом подумают. И он то же самое. Это знаешь, вот как наука. Когда-то в Германии говорила, была куча стукачей, они стучали, такой разговор друг на друга. Ну, то есть, если кто-то что-то нарушил, то они не боялись и шли, и всегда говорили, что тот сделал то-то, 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 то-то. Вот. И в итоге что получилось? А у них сейчас идеальный порядок везде. Приедь в Германию, так как там в музее обыкновенные улицы, обыкновенные, казалось бы, все обыкновенно, но до того так все сделано чисто и аккуратно. Просто я не видел такого нигде. Хотя, конечно, и побывал тоже нигде. Нигде, побывал не везде, но... Ну да, нам очень долго перестроиться. У нас совсем другой менталитет по поводу вот этого
заявление в полицию, вызвать, да. если где-то сосед что-то не так сделал, сразу. Да, это вроде как стукачество, это презирается обществом. Да, давно у нас так оно всегда было, как в порядке вещей такое дело, что не принято это. Это наше поколение уже с трудом перестроится на другой манер, если Ну да, это нужно. да. Это следующий уже молодежь может как бы принять это, и, если посчитают это правильным и нужным. В Германии долго не был, так проездом, поэтому не знаю там я их менталитета. Ну, слышал, конечно же, от людей Ну, по этому поводу. да. А во Франции, ну, я, если честно, не замечал такого, чтобы прямо, если что, сразу в полицию. Там, мне кажется, более лояльно так относятся к таким мелким правонарушениям, могут и Да. спустить. Так, дело в том, что есть еще такая сторона, как Швейцария. Там вообще показывают видео, очень много я смотрел в Ютубе, что задержанный полицией, он на них кричит, ругается, матюкается, посылает их куда ни попадя. Ну, в основном это так, это русскоязычное, я не знаю, кто не по национальности, но видео такие. И в итоге, что им ничего, руки протягивают, там чуть ли не до драки у них с полицией доходит. И полиция и законы у них такие толерантные, что они, в принципе, им ничего не предъявляют, никаких нарушений, ничего. Там поговорят с ними, все, как говорится, и расходятся. Ну, это тоже плохо. Когда человек уже понимает свою Безнаказанность. безнаказанность, да, и может творить что угодно. Но зато там могут, как говорят, наказать рублем. То есть денежный штраф какой-то влепить серьезный. То не захочется потом руки распускать. Ну, это в каких-то странах, в частности, я смотрел ролик сейчас, очень популярный, я не знаю, ты видел или нет. Значит, по-моему, в Швейцарии, да, едет семья молодых. Да, я видел. Видел? Разверусился он там. И что там творит один? Он, по-моему, из Литвы или с Латвии, по-моему, с Прибалтики откуда-то его, что его депортируют, выгнали из страны, что-то такое, да? Ты об этом? Нет. Не об этом. Едет молодая пара. Он сам рожденный парень где-то в постсоветской стране, но он маленьким уехал оттуда, и он уже швейцарец, он знает полностью швейцарский язык, ну полностью, и паспорт у него швейцарский. И какой-то там крендель сидел напротив его, и ему не понравилось, как они общаются и на каком языке общаются они между собой. И он начал там выступать. В итоге там рассказывается, финал такой, вызвала эта молодая пара полицию, вот, и в итоге оказывается вот этот вот крендель, он замечен не только, в этой же Швейцарии, не только в этом скандале, а во многих скандалах, вот, и ему за это ничего, даже штрафа не выписывают. И говорят, что очень лояльно относится полиция к таким нарушителям, которые оскорбляют людей, ругаются на них, угрожают, говорят, я тебя побью, я тебе сейчас устрою и все остальное. Мне очень было непривычно. Во Франции идешь по Парижу, где-то кто-то тебя стукнул, зацепил. Ну, это, как правило, там могут не коренные французы, а там араб или еще кто-то, другие там приезжие, так сказать. Зацепил, в смысле, там толкнул, там, или толкнул что-то. нечаянно, да. Короче, смысл в чем? Долго не буду это. Если какой-то назревает конфликт, то там только вот эти вот оскорбления, угрозы. И все, да? Но как только ты подходишь и готов вступить в драку,
он настолько теряется человек, то есть у них это непривычно, у них до драки, как правило, никогда не доходит. Ну, Если то ты его есть схватил за грудки или еще что-то, он сла- все замолк и убежал, и говорит, искусственными вами все. Ну, в общем, словесная перепалка, Да, будем говорить так. да. То есть они не понимают, что и могут получить по физиономии за такие вещи. Для них это непривычно. Что ты не ешь рис? А то зрители подумают, что я тебе не даю. Не, я же полезную ем. Капусточку квашеную. Очень полезную. Сало. Ты мне хоть Ну, просветил, что я не разбираюсь, что его нельзя есть не соленым. нет, ну почему? Я думаю, что кто-то ест, но я, в частности, я сало свежее не ем. Я просто почему думал, я вот если относительно вот с рыбой сравнивать, чтобы в рыбе убить всех паразитов, необходимо там какое-то огромное количество дней, чтобы она провела в соли. Вот. Типа, ну как огромное, ну типа там 20 дней или больше, по-моему. Вот. Ну я всегда думал, ну сало надо посолить для того, чтобы оно было просто вкуснее, а не с целью, чтобы типа паразитов там и всякие болячки сбить. Ну и вообще я так подозреваю, что чтобы в сале погибли какие-то там вредные, например, если там кто-то есть, то это тоже должно пройти там, как минимум 20 дней, наверное. Это у меня такие мысли. Вот. Я не знаю, кстати, это надо почитать и узнать об этом. Но я не знаю, но я как-то сало свежее. Ну, это, видишь, уже сало какое-то, оно непонятное. В свежем сале, ну, всегда, в нем, как сказать, жидкость присутствует. И соль, она вытягивает всю эту жидкость сала. И сало становится таким твердым, тугим. Вот. Поэтому, возможно, это с этим связано, я не знаю. Ну, я его в любом случае в морозилке проморозил. Думаю, может там морозом поубивает всякие ненужные там бактерии или что там. Ну что, поспали, можно и поесть. Поели, можно и поспать. Откуда это я уже не вспомню. Про жабу какую-то, по-моему, или что это такое. Не хочу жениться, не хочу учиться, а хочу жениться, да? Да я не помню. Это, может, про мне что-то кажется. А, про жабу, может, про кротов, про дюймовых. Не. Там они сидят, мух наяривают, едят О. и шлепают. Может, Вот поели, говорит, теперь можно и поспать. наверное. Ну, в общем, хочу сказать, все-таки крышу мы вовремя перекрыли. Уехали, пошел дождь, приехали, все нормально. Вот сколько? Дождь почти дней 5 шел постоянно. Один день выдался хороший, мы приехали, вчера что смогли, то сделали, и сегодня опять дождь. Хотя после обеда по прогнозу написано солнышко ясно. На улице в принципе не холодно, но эта погода слякоть ничего не дает работать. Так что теперь в следующих комментариях жди такие злопыхатели, которые будут кричать, они туда ездят только для того, чтобы поесть, поспать Ну да. и Да больше почему? ничего. Почему нет? Можем себе позволить. А в принципе, друзья, зачем люди живут? Для того, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью. Создать себе такие условия, при которых можно это делать. Это осуществить. То есть наслаждаться, есть до пуза или от пуза. Всякие вкусняшки, пить всякие вкусняшки, смотреть, делать себе, покупать, зарабатывать деньги. То есть, ну, все прекрасно, что нравится большинству людей. Так, ну мы, друзья, перекусили, осталось попить чаек.
Под чай у нас сегодня есть булочки, мы вчера скушали. Ну, я мучное не ем, не знаю, кто это. Я знаю. Карлос. Карлос заховался, это, наверное, он. Только сказал, он уже вылез. Не мучное, не сладкое. Так что не уговаривайте меня. Друзья, ну ответьте теперь вы. Вы когда-нибудь выезжали вот так, чтобы погода была такая, дождь, чтобы вы не смогли выйти с палатки и сидели вот так вот в палатке и ужинали? Я хочу сказать, вот у меня это впервые, в принципе, да, ну, имеется в виду, что нельзя выйти с палатки. Было такое время, что я с палатками раньше очень часто ездил, отдыхали в разные Всегда места. хорошая погода была. Ну да, всегда хорошая погода. Не было такой, чтобы вот приехали, дождь идет, мы с палатки невылазно сидим, никуда выйти нельзя. И тем паче, дело в том, что мы-то ездили отдыхать когда? Летом, когда тепло, когда дождь, в принципе, даже если дождь идет, тебе все равно, идет он дождь или нет, тебе тепло. Какая разница тебе? И тем более рядом стоит машина. Если хочешь, все вещи у тебя, все сухие, всегда в машине. А здесь получается как-то так. То есть можешь ты промокнуть, как мы, помнишь, когда мотоцикл таскали? Все свои вещи, которые были, они намочились, и мы пришли мокрые до ниточки. Да, трусы были мокрые полностью, все у меня. И извините за интим. И пришлось полностью раздеться, сидеть. Так это хорошо, мы в землянке были, растопили печь. И я помню, до следующего утра там жарище такое стояло, что там дышать нечем было, и все равно оно не все высохло. И еще хочу сказать, может, конечно, я много разговариваю, но вот комментарии были, только что я отвечал на комментарии, и там девушка или женщина говорила, сами сидят, едят, а Карлосу не дают, Карлос бедный смотрит. И сейчас я вам хочу сказать, Алексей только что и покормил Карлоса, да? Ну, перед тем, как мы... Да, перед тем, как мы сели. И он сидит и сюда голову аж в палатку засовывает. Вроде бы он голодный. Хотя, что мы тут едим? Хлеб и печенье. Он такое, в принципе, не ест. Так. Все. Мы закончили. Перекусили Завтрак хорошенько. перекусили, чаек попили. Ну и что? Как Будем? говорится, поели, надо и поспать. Да-да, кто-то об этом говорил. Но я немножко продолжу опять отвечать на комментарии ваши в прямом эфире. Всем недоброжелателям буду отвечать тоже на ихние же салом и им же по лицу. Друзья, дождик прекратился. Решили мы с Юрой сделать вот здесь навесик, чтобы можно было работать и в дождь. Как видите, вот здесь линолеум заканчивается прямо на уровне вот этого бревна. И не хватило его ширины. Если дождь, то будет капать прямо на кладку, и она может поплыть и развалиться. Поэтому сейчас закопаем сюда 3 столбика. Я взял с собой секатор. Сейчас обрежем вот эти лишние камышики. И на ширину вот этого баннера сделаем небольшой навесик. Здесь можно будет сложить дрова и заодно спокойно работать даже во время дождя. Что, Карлос, объелся? Первый раз вижу, чтоб ты не доел. Это ты уже профессионал, профессионально. Ну, а как есть? На видео. Вот это вот попробую.
Они заходят. Они не все. Когда вот всю массу толкаешь, они не заходят. А если вот по одному, можно где-то их протолкнуть. А вот в эту первую, самое мало, наверное, да? Да. Сюда бы, конечно, еще. Да, кстати, что я хочу сказать. Многие спрашивают, но все равно ж линолеум, или пишут, все равно линолеум просядет между вот этими балками. Конечно, он просядет, образуются вот такие вот корыта. Ну и что? У нас балки уложены так же, в этом же Параллельно, направлении. параллельно. Да. И они будут, вода еще лучше будет стекать. То есть она будет вот так вот скатываться вовнутрь и потом течь ручейком. Главное, что у нас нет перемычек вот в этом Да. направлении. Смотри, как мы делаем. Значит, нам нужно, чтобы она была параллельна. Я 3 точки метра соединяем и отсюда отступаю 80 сантиметров от последнего столба. Раз. Чтобы она была параллельна. Вот. Опускаем вниз. 80, там сколько отметка? Потяни нам сейчас. Давай до прямого числа еще чуть-чуть. От центра будем брать, да? Ну да, от центра, да. Если от центра можно и метр, наверное. Ну, давай как сделаем. И она скрутилась сама. Вещи собрали. Юра уже кое-какие отнес в лодку, и дождь опять начался. Хорошо режут секаторы. А раньше вообще отлично резали. Уже старенькие. Это немецкие. Привез я их когда-то. Слушать прогноз погоды. Ты вернулся? Да. Слава богу, я тебя уже соскучился, заждался. Да. Карлос, Да. располагайся. Дождик снова припустил. Можно пока замазывать швы. Глиняный раствор хорош тем, что если не успел сделать вчера, то сегодня он не застынет, как цемент. И можно продолжать. Я думаю, даже если бы и застыл, всегда можно кисточкой с водой его помазать, и он, мне кажется, отойдет. Можно сделать все сначала. Уже такой хорошенький. Не успел я вещи забрать с лодки и занести. Мостится. Так. Главное. А? Ты вернулся и снова будешь, да, что-то снимать, наверное, да? Да, сейчас будем копать, таскать. Смотри, он прояснивается. Ты же не видишь, что ли? Короче говоря, дождик закончился, мы сидели здесь долго под навесом, ждали, когда он прекратится, чтобы смыться уже домой, потому что, ну, такой довольно сильный шел. Думали, ну, времени уже мало остается, надо ехать. Все поскладывали и сидели на чемоданах, но потом посмотрели в небо, а оно голубое, без тучек. Правда, только над нами, в остальных сторонах черное. В общем, решили все-таки закопать пару столбиков. Есть еще немного времени, а там видно будет. Намокнем так намокнем. Так, Алексей пошел за бревнами, а вот и Алексей уже с бревном. Ну, померяй, тут низ плохой, ну, по-моему, оно должно уйти все. Ну, сейчас посмотрим. Ямку выкопал. Земля как раз мягенькая. На штык практически земля промокла. Уже сухая там.
Так, ну и второе у нас будет вот здесь вот. Тоже я его сделаю поближе. Наверное, вот здесь. Сюда вот. Пусть лучше концы выходят. Чем оно не хватит. Вот тут и Алексей подспел еще с одним бревном. Куда помощнее бревно? Не знаю, на низ, наверное. Да не знаю, в любую сторону. Куда тебе нравится, туда и ложи помощнее. Так, ну что, ставим стол. Да, в эту ямку и приблизительно сейчас. Хватит глубину, Леш? Хватит. Так, ну как, Нам же вот так? нужно под самый линолеум поднять. Не, ну нижняя планка будет тут хотя бы вот так, чтобы мы башкой не цеплялись, а вот так. Надо сейчас наметить. Так же? Вот такой вот стёб сделаем. Да? Да. Давай я захватываю. Вот так оно и притули еще раз палочку. Вот так. Вот так. О, нормально. Все. И так мы ее, в принципе, по косой бы обрезать бы. Что, мы его сразу закопаем? Да, сразу закопаем, что у нас торчать. Ложим туда. Зачем ее потом отпиливать? Она еще пригодится целая. Пусть он так его держит пока. Нам же сверху надо... А, это имел в виду отпилить сверху палку. Ну нам же надо вот так сделать. Ну да, да, да. Может, давай кончик тут обрежем тонкий и толстым опустим вниз, а тонким наверх. Не, нам надо отрезать там, потому что там трухлявое. Ну мы сейчас обрежем, там обрезать хер знает сколько. Поехали. Доходит до какого-то момента и перестает пилить. Вот что-то не... ну, Да, 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 уголь. ее начинает косить. Когда с усилием продавливаешь, тогда дорезает. Вот так, да? Скосный. Еще одну лопаточку кину. Тут спору нет, эти столбы не твердой породы, не обработанные, они быстро здесь гниют, но это не страшно, это временное решение, нам необходимо для того, чтобы продолжать делать стену и успеть до мороза. Хорошо, потом вытащить легче. Так. Так,
Так, ложим ее так, чтобы она вот так вот лежала. Вот так? Можно даже вот так, чтобы пузо наверху было, чтобы стекало. Или как? Да не, ну чтобы она ровно была. А что ж такое? Подожди, смотри, тут порванный край, может его пустим в эту сторону, а туда целый. Давай. Наверх или под низ? Под низ, наверное, да? Под низ ты? Да. А сверху ее сдуй. Ну, может быть, под низ тоже. Или надо сверху проходить, планку пробивать. И эту вместе сразу. Под низ в любом случае было бы, наверное, Ну давай под низ. правильно. Практичнее, да. Идем сюда, вот я тут поджимаю это самое, ты сюда заводи. Подожди, нужно, во-первых, натянуть у нас вот эта складка. Туда я не натяну, Почему? потому что там пришита линолеум. А тут уже нету ничего, да? Там нету ничего, там пустота, да. Куда-то ты мимо засандалил. Что, поломалось? Нашел, да? Ты смотри, ты посередине становишься. Да нет, я вот прямо на... Ну ты на что, ну я ж балке вижу. стою. Ну вот где гвоздь прибивал, ну что ты? Вижу. Я вижу, что она прогинается между этими. Ну вот я вижу палка, а вот я тут стою. Ну она сбоку, палка прибита к доске. Ладно, я вот здесь прибью. Где тут она? Вот это она, да? Ну, там можно здесь поставить. А потом уже оттуда Да. сверху, чтобы не провалить ничего. Так, ну что, ты сюда пойдешь? Спрыгивать. Да не, наверное, обратно. Там уже проверено, а тут хрен. Ну смотри, давай. Готово. Ну А теперь как слазить отсюда? А? Как отсюда слазить? Сейчас парашют сложу, тебе принесу. Давай, у меня там в рюкзаке есть. Я уже постелил с этого бока тебе мягкий столик. Так что по мягкому столику можешь слазить. Вид отсюда шикарный. Здесь надо сделать такую довольно прочную помостик, чтобы можно было загорать там или что-нибудь Ну да. наблюдать. Лестницу сделаем. Ладно, слажу. Я так высоко, если спрыгну, у меня позвоночник провалится в штанину. Я так подозреваю. А ты не прыгай, ты опа, о, и все, видишь, как прекрасно. Похудел, можно теперь прыгать, как хочешь. Все, навесик готов. Теперь можно спокойно работать прямо изнутри и отсюда, не бояться, что нас сильно зальет. Здесь, конечно, есть прожженные отверстия, может быть, прогрызанные мышками. Вот, немного, конечно, будет подтекать, но это уже совсем не так, как было. Вот, в любом случае,
уже несложно будет перекрыть другим кусочком баннера, пробить. Вот такие дела. Моем руки и будем, наверное, уже грузиться. Опять моросит дождик. Так что, друзья, буду с вами прощаться. В общем-то, сегодня план тоже выполнили, хотя были большие сомнения, что удастся сегодня хоть что-нибудь сделать. Отлично, кстати, отдохнули, в палаточке повалялись. Дома такого не позволяем себе. Вот. В общем, всем мира, добра и здоровья. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Целый день ждали, чтобы дождика не было, чтобы нормально уйти. И все равно под дождь попали.